Компания Manitou Group является лидером по производству погрузчиков повышенной проходимости. Основанная более 60 лет назад, компания имеет самый широкий модельный ряд машин с высотой подъема до 32 метров и грузоподъемностью до 23 тонн с областью применения в различных сферах деятельности, как в строительстве, промышленности, так и в сельском хозяйстве. В линейке телескопических погрузчиков для сельского хозяйства представлены погрузчики грузоподъемностью от 2,5 до 6 тонн. Мы представляем вашему вниманию телескопический погрузчик сельскохозяйственной серии MLT-X 737-130 PS+, представителя нового модельного ряда New Ag. Сочетание букв и цифр в названии сельскохозяйственного погрузчика MLT-X 737-130 PS+, означает M – Manitou, T – телескопический, L – погрузчик сельскохозяйственного назначения, X – серия машин, оснащенная двигателями стандарта Tier 3. 7. Максимальная высота подъема 6,9 метров. 3,7. Максимальная грузоподъемность 3,7 тонны. 130. Мощность двигателя 130 лошадиных сил. PS. Трансмиссия PowerShift. Гидротрансформатор. Идеальные габариты для погрузчика, когда высота равна ширине. На модели MLT-X 737 ширина составляет 2,39 метра, высота 2,38 метра. Это обеспечивает высокую боковую стабильность при работе с грузом. Ширина кабины 95 см. Габаритная длина до каретки со сцепным устройством 4,97 метра. Колесная база 2,81 метр. Дорожный просвет 0,41 метр. Ненагруженный вес с вилочным захватом составляет 7700 кг. Транспортная скорость 40 км в час. Максимальная грузоподъемность MLT-X 737-130 PS+, 3700 кг. Высота подъема 6,9 метров. Время подъема стрелы 7,8 секунд. Время опускания стрелы 6 секунд. Телескопический погрузчик MLT-X 737-130 PS+ серии New Ag оснащен двигателем Deutz мощностью 129 лошадиных сил. Аксиально-поршневой насос с переменной подачей мощности до 150 литров в минуту позволяет выполнять 3 движения одновременно. Кабина нового поколения с повышенной шумоизоляцией обеспечивает полный комфорт оператора. Технические характеристики машины включают в себя все передовые разработки инженеров компании Manitou. Manitou – один из немногих производителей, который показывает характеристики грузоподъемности машины по системе сертификации EN 1459B на мягкой неровной рабочей поверхности, что соответствует работе в сельском хозяйстве, где почва, как правило, неровная. Сейчас мы покажем возможности подъема груза телескопическим погрузчиком MLT-X 737-130 PS+. Но перед этим хотели бы отметить особенность этого телескопического погрузчика – возможность автоматически произвести абсолютно вертикальный подъем груза на высоту до 6 метров при наличии опций вертикальный подъем и сохранении различных фронтальных вылетов. Стрела втянута, центр тяжести груза находится на расстоянии 1 метр от колесной базы, стрела поднимается до угла 63 градуса без выдвижения. Максимальная грузоподъемность при этих условиях достигает 3700 кг. Максимальная высота подъема 4,5 метра. При выдвижении оператором стрелы на 1 метр и 55 сантиметров от колесной базы вес 3000 кг. На высоте 2 метра вес увеличивается до 3700 кг и сохраняется до высоты максимального подъема 4,8 метров. При выдвижении стрелы на 2 метра подъем груза весом 2,5 тонны возможен на высоту до 1,8 метров. Далее вес груза увеличивается до 3 тонн и сохраняется до высоты 3,2 метра. Поднять груз весом 3700 кг машина сможет на максимальную высоту до 5,2 метра. MLT-X 737-130 PS+ при горизонтальном вылете 2,35 метра произведет подъем до 2000 кг груза на высоту 2,4 метров. Вес до 2500 кг поднимает на высоту 3,4 метров. 3 тонны поднимает на высоту 4,2 метра, а максимально возможные 3700 кг при сохранении горизонтального вылета поднимает на 5,6 метров.
При горизонтальном вылете 2,85 метров телескопический погрузчик произведет подъем до 1500 кг груза на высоту 2,2 метра. До 2 тонн поднимет на высоту до 3,7 метра. 2,5 тонны груза на высоту 4,3 метров. Максимальный вес 3000 кг на высоту до 6,1 метра. Оператор, фронтально выдвинув стрелу на 3,6 метра, сможет поднять до 1300 кг груза на высоту до 2 метров. 1500 кг веса поднимает на высоту 4,3 метра. Вес до 2000 кг поднимает на высоту до 5,1 метров. 2,5 тонны груза поднимает на высоту 5,5 метров. А максимально возможные 2700 кг при сохранении горизонтального вылета поднимает на 6,3 метра. Максимально возможный фронтальный вылет 3,9 метров телескопического погрузчика MLT X737-130 PS+, позволит поднять груз весом до 1300 кг на высоту до 3 метров. Груз весом 1,5 тонны на высоту 4,8 метров. 2000 кг груза на высоту 5,6 метров. Далее вес груза увеличивается до 2,5 тонн, а высота подъема до 5,9 метров. Максимально возможные 2,7 тонны машина поднимет на высоту 6,9 метров. Кабина погрузчика имеет ряд преимуществ. Ступенька EasyStep облегчает вход и выход из кабины за счет своей конструкции. Ширина ступеньки, интегрированной в пространство кабины с выступом в полу, позволяет заходить и выходить из кабины лицом вперед. Конструкция ступеньки защищена от соскальзывания ноги оператора. Две рукоятки с каждой стороны внутри кабины адаптированы по росту оператора. Цельное лобовое стекло, переходящее в остекление крыши наряду с высокой посадкой оператора на модели MLT X737-130 PS+, обеспечивает обзор на 360 градусов, гарантируя безопасность для водителя и окружающих при погрузочных работах. Кабина установлена на 4 сайлент-блоках с максимальным свободным ходом плюс-минус 16 мм. Входящее в стандартную комплектацию панорамное зеркало позволяет эффективно контролировать рабочую обстановку при меньшем количестве перемещений оператора в кабине. Кабина в MLT X737-130 PS+ имеет два уровня сертификации для защиты от опрокидывания ROPS и от падающих предметов FOPS. Остекление крыши надежно защищено решеткой, запатентованной компанией Manitou. Решетка расположена поверх остекления и не сокращает объем пространства внутри кабины. Пластины решетки расположены под оптимальным углом и не препятствуют углу обзора. Для лучшей защиты оператора от солнца кабина оборудована защитной шторкой с регулируемым положением по всей длине остекления. MLT X737-130 PS+ оборудован креслом Grammer. В зависимости от комплектации Classic, Premium или Elite сиденье может быть механическим, с пневмоподвеской, либо с низкочастотной пневмоподвеской. Кресло оператора регулируется в зависимости от роста и веса оператора. Оно также имеет настройку высоты подголовника и наклона спинки. Кресло гарантирует максимальный комфорт оператора, гасит вибрации, передающиеся от подвески погрузчика на рабочее кресло оператора, и тем самым уменьшает нагрузку на спину. Совокупность этих технических особенностей снижает усталость оператора при выполнении работ. Ремень безопасности, регулируемый по длине, должен быть обязательно застегнут оператором при осуществлении работ. Конструкция широкого подлокотника, интегрированного в кресло оператора, дает возможность регулирования подлокотника по высоте, а повтор движения сидения обеспечивает максимальный комфорт оператору и уменьшает его усталость. Стандартная комплектация включает в себя плавающий подлокотник с джойстиком JSM, кнопки DSB, навигатор и место для хранения. Это позволяет максимально комфортно расположиться оператору в кабине. Для удобства оператора все кнопки имеют цветовую индикацию. Красный цвет у кнопок, отвечающих за систему безопасности, оранжевый цвет у кнопок, отвечающих за трансмиссию и двигатель, синий за гидравлику, черный за прочие функции. Кнопки двойного действия Double Switch Button могут быть перемещены в любое удобное место на панели. Запатентованная технология Manitou позволяет DSB-кнопкам запоминать свои функции и настройки. При перемещении с места на место кнопки определяются автоматически. Эта технология является уникальной среди производителей телескопических погрузчиков. Все кнопки имеют увеличенную площадь, LED-подсветку и изготовлены из силикона. Несколько кнопок DSB интегрированы в подлокотник для оперативного доступа.
На подлокотнике расположен защитный барьер, предотвращающий случайную активацию кнопок локтем оператора. На подлокотнике находится консоль управления дисплеем. 3 кнопки отвечают за активацию и деактивацию всех гидравлических движений, блокируя JSM, активацию проблескового маячка, устройство для подачи специальных световых сигналов, активацию аварийных огней. Дисплей позволяет осуществлять навигацию по всем показателям рабочих параметров и меню информации с помощью 3 кнопок и ручки управления. В меню доступны настройки системы, трансмиссии, гидравлической системы. Большая крутящаяся кнопка отвечает за навигацию и подтверждение выбранных параметров. Кнопка справа от нее отображает меню параметры. Для отображения меню «Информация» необходимо нажать кнопку I. Для возврата в предыдущий экран – кнопку «Возврат» внизу от кнопки навигации. В данной комплектации машина оборудована дисплеем Harmony с диагональю 4,3 дюйма. Левая часть дисплея является информационной панелью, на которой показаны счетчик оборотов двигателя, уровень топлива в баке, температура охлаждающей жидкости, индикаторы включения систем, отключение опций, а также неисправности систем. Полная информация о всех индикаторах содержится в инструкции по эксплуатации, которая поставляется с каждой машиной. Правая часть ЖК-дисплея выполняет роль информационной панели при входе в меню погрузчика, а также отображает угол подъема стрелы, требования технического обслуживания и код ошибки, активацию-деактивацию системы безопасности. Скорость движения отображается в режиме управления машиной. Текущий запас хода, то есть на сколько часов работы осталось топлива в баке, средний расход топлива, общая наработка и наработка за смену. Включенная передача, работающую автоматическую или механическую трансмиссии. Выбор режима рулевого управления. Текущее время, режим управления или работы. Для его изменения необходимо повернуть кнопку навигации. Температура окружающего воздуха. Счетчик моточасов. Этот экран отображается в течение нескольких секунд при включении зажигания. Сигнализатор-ограничитель продольной устойчивости предупреждает оператор о достижении пределов продольной устойчивости телескопического погрузчика. Необходимо помнить, что изменение поперечной устойчивости может уменьшить значение в верхней части грузовой диаграммы. Такие изменения не определяются сигнализатором. В зависимости от типа работ, режима использования сигнализатора и ограничителя продольной устойчивости позволяет оператору использовать телескопический погрузчик в полной безопасности. В случае, если в машине включена опция или появляется неисправность, то в левой части монитора появляется светодиодное сообщение, которое будет расшифровано в правой части монитора. При этом экран отображает информационные всплывающие окна разными цветами. Синее всплывающее окно – информационное сообщение, серое всплывающее окно – сообщение о работе, оранжевое всплывающее окно – предупреждение, красное всплывающее окно – сообщение о неисправности. При появлении такой ошибки необходимо связаться с вашим дилером компании Manitou и получить требуемую консультацию. В комплектации Elite или опционально в комплектациях Classic или Premium устанавливается цифровой экран Vision размером 7 дюймов. Под дисплеем находится ряд важных кнопок, которые также регулируют и контролируют работу погрузчика. Важная красная кнопка, отвечающая за временное отключение системы безопасности, находится под монитором. Нажав и удержав кнопку 3 секунды, оператор отключит систему безопасности на 60 секунд, и машина позволит выполнить необходимое опасное движение. Погрузчик оборудован коробкой передач PowerShift, которая имеет 2 режима работы. Автоматический режим автоматически выбирает передачу в зависимости от оборотов двигателя. Для этого оператор активирует соответствующую кнопку на приборной панели. Ручной режим. Оператор вручную выбирает передачу с помощью кнопок плюс-минус на джойстике JSM. Передачи подбираются под тип выполняемых работ. При работе с ковшом должен быть обязательно включен режим работы ковша. Подключение данного режима влияет на настройки системы безопасности машины и эффективность работы гидравлики, а как следствие на скорость и качество выполняемых операций. Кнопка «Режим работы с подвешенным грузом» используется только при соответствующей работе. Она меняет настройки системы безопасности машины, так как в этом случае изменено расположение центра тяжести груза, а груз подвержен раскачиванию. В этом режиме гидравлика будет работать более плавно и медленнее. Погрузчик оснащен системой очистки радиатора, независимой от оборотов двигателя.
Реверс вентилятора может работать в нескольких режимах. Автоматический срабатывает один раз в 3 минуты на 15 секунд, либо чаще, если какая-либо из систем машины начинает нагреваться. Форсированный режим работы самоочищающегося вентилятора включается при активации соответствующей кнопки. В этом случае идет одноразовый выдув воздуха. Единоразовое включение системы очистки радиаторов используется при необходимости. Погрузчики Manitou оборудованы активной системой безопасности, которая сигнализирует об опасности потери устойчивости погрузчика и автоматически запрещает все опасные движения. В случае опасности нажмите на кнопку экстренной остановки, которая останавливает двигатель и отключает любые гидравлические движения. Система кондиционирования воздуха и отопительная система обеспечивают комфорт водителя в любых погодных условиях. Производитель позволяет комплектовать погрузчик одной из 3 модификаций аудиосистемы. VDO 50 Вт радиоприемник на версии Classic в стандарте, VDO 100 Вт с разъемом USB, системой передачи данных Bluetooth, радио со встроенным микрофоном, либо VDO 100 Вт с разъемом USB, системой передачи данных Bluetooth, радио с дополнительным микрофоном. Все аудиосистемы адаптированы для работы в запыленных сельскохозяйственных условиях. Кроме того, в кабине имеется держатель для телефона и выход 12 вольт для зарядного устройства гаджета. Разъем USB расположен около места для хранения зарядки телефонов. Рулевая колонка этой машины регулируется по высоте и углу наклона. Для повышения комфорта и уменьшения нагрузки на оператора на данных машинах была усовершенствована система усиления рулевого управления, и мощность насоса была увеличена со 140 бар до 180 бар. Это позволяет оператору выполнять вывороты колес с меньшим усилием. Джойстик JSM, разработанный и запатентованный Manitou, позволяет управлять всеми гидравлическими функциями при помощи одной руки. Оператор может все время держать вторую руку на рулевом колесе, безопасно выполняя свою работу. Движение джойстика вперед позволит опустить стрелу, движение джойстика назад поднимает стрелу, движение джойстика влево осуществляет подъем ковша, движение джойстика вправо позволит опустить ковш. Ролик 1 отвечает за гидролинию для навесного оборудования, ролик 2 за работу телескопической стрелы. Manitou – единственный производитель, предлагающий такой уровень эргономичности рычага управления. Рабочее освещение погрузчика позволяет работать ночью, как при дневном свете, благодаря двойным передним и задним рабочим фарам, активирующимся в кабине над головой оператора. В стандартной комплектации машина оборудована полностью регулируемым освещением со всех сторон машины, проблесковыми маячками и стоп-сигналом, что позволяет оператору легко контролировать машину со всех сторон. На данной панели также находится кнопка активации стеклоочистителя бокового стекла. В MLT X737 130 PS+ предусмотрено несколько мест для хранения в кабине. Под приборной панелью, внутри подлокотника, большой карман на входной двери, сетка для хранения на двери. Еще одно большое место для хранения объемом 13 литров расположено рядом со ступенькой. Ящик расположен под кабиной и оборудован замком. Все места для хранения легко доступны для оператора и позволяют хранить все необходимые документы и инструменты. Для водителей сельскохозяйственных машин шум является основной причиной усталости, поэтому уровень шума в кабине MLT X737 130 PS+ составляет всего 72 дБ. Дополнительная акустическая изоляция достигается отсутствием воздушных карманов и обтекаемым дизайном кабины. Гидродинамическая трансмиссия с коробкой PowerShift, 6 передач вперед, 3 назад. Гидротрансформатор обеспечивает динамический режим работы и высокое тяговое усилие. Коробка PowerShift имеет 2 режима работы. Автоматический режим автоматически выбирает передачу в зависимости от оборотов двигателя. Для этого оператор активирует соответствующую кнопку на панели приборов. Ручной режим. Оператор вручную выбирает передачу с помощью кнопок плюс-минус на джойстике GSM. Передачи подбираются под тип выполняемых погрузочных работ. Максимальная скорость движения 40 км в час. Мультидисковые тормоза в масляной ванне расположены в корпусах обоих мостов. При помощи стояночного тормоза машина будет безопасно припаркована, независимо от позиции и крутизны склона. Тормозная система машины защищена, и с течением времени ее надежность не уменьшается. Переключатель режимами управления колес находится около ручного тормоза. Перейти из режима в режим возможно только после выравнивания колес, то есть индикатор на панели должен загореться зеленым. 3 режима возможного управления телескопическим погрузчиком включают в себя управление 2 колесами при использовании на шоссе,
управление 4 колесами для маневрирования в стесненных условиях, и крабовый ход, движение боком в ограниченном пространстве. Двигатели телескопических погрузчиков Manitou установлены на шасси справа в легко доступном месте. Компоновка кожухов позволяет легко обеспечить доступ к нижней части двигателя для проведения расширенного технического обслуживания. Воздушный коллектор защищен двухступенчатой системой фильтрации. Внешний самоочищающийся префильтр расположен на капоте двигателя. Встроенный воздушный фильтр расположен под капотом и осуществляет финальную высокоэффективную фильтрацию. Система охлаждения состоит из радиатора и вентилятора. Радиатор, в свою очередь, состоит из 4 частей – интеркулера, радиатора масла трансмиссии, радиатора масла гидравлики и радиатора охлаждающей жидкости. Вентилятор регулируется при помощи электроники. Автоматический контроль за скоростью вращения, температурой двигателя и масло в гидравлике позволяет охлаждать двигатель точно при необходимости. Оптимальное смазывание элементов двигателя происходит при всех температурах. Аксиально-поршневой насос с переменной подачей LSU Load Sensing Ultra 150 литров в минуту на MLT X737-130 PS+, позволяет быстро выполнять комбинированные операции. Гидробак со встроенным индикатором расположен рядом с отсеком аккумулятора и имеет возможность запирания лючка. Заливная горловина слева не дает оператору возможность спутать заправку гидромасла и топлива, что повышает безопасность работы. Надежная стрела с двойным П-образным профилем имеет сварной шов в месте наименьшей нагрузки. На MLT X737-130 PS+, стрела состоит из 2 секций. Надежная конструкция обеспечивает оптимальные характеристики для интенсивных работ. Данная стрела специально разработана для сложных цикличных работ в тяжелых условиях со среднегодовой наработкой плюс-минус 2500 моточасов. Усиленные мосты Dana Spicer с 4 сателлитами в бортовых редукторах предназначены для эксплуатации погрузчика в условиях внедорожья и повышенных нагрузок в сельском хозяйстве. Тормоза интегрированы в конструкцию моста. Автоматическая блокировка дифференциала расположена на передней оси. Двойные крепления на каждой стороне сконструированы для длительной эксплуатации. Модель MLT X737-130 PS+ в стандарте оборудована сгруппированными точками смазки на задней части машины. Эти точки смазки предназначены для компенсационного цилиндра, 1 точка смазки у основания цилиндра, подъемного цилиндра, 1 точка смазки у основания цилиндра, механизма качающегося заднего моста, 2 точки смазки. Такое расположение точек смазки экономит время обслуживания и уменьшает общую стоимость владения. Корпус SCR защищает выхлопную трубу. Легкая по весу задняя крышка легко убирается для обслуживания, если нужно убрать землю, солому или полову. Единое для всего модельного ряда New-Ag шасси делают его универсальным для всех моделей со ступенькой Easy Step. Широкая конструкция брызговиков ограничивает разбрызгивание грязи. На модели MLT X737-130 PS+ добавлен задний противовес весом 280 кг. Улучшен комфорт и эффективность омывания стекла за счет спаренных нижних дворников. При включении одновременно срабатывают оба дворника на лобовом стекле. Это позволяет очистить практически 100% поверхности. Жидкость для омывания доступна на всех моделях с бачком объемом 6 литров. Задние и боковые стекла также оборудованы стеклоочистителями. Большое количество зеркал гарантирует отсутствие слепых зон при работе машины. Телескопические погрузчики Manitou комплектуются в стандарте шинами шириной 460 мм, диаметр диска 24 дюйма, с сельскохозяйственными грунтозацепами, что дает большую площадь сцепления с поверхностью и обеспечивает стабильность погрузчика при работе. Каретка на стреле – это надежная и простая в использовании конструкция, позволяющая менять навесное оборудование за считанные минуты. Универсальность каретки для моделей с грузоподъемностью от 2,5 до 6 тонн позволяет иметь шлейф навесного оборудования, применимый для всех сельскохозяйственных моделей в парке машин, что экономит время и деньги владельца. Система легкого присоединения навесного оборудования ECS Easy Connect System позволяет сбрасывать давление в гидролинии при включенном двигателе и делает операцию подключения быстросъемных соединений простой и быстрой. Широкий выбор оригинального навесного оборудования включает в себя сельскохозяйственные ковши CBA шириной от 2050 мм до 2500 мм и объемом от 1500 до 3023 литров. Вилы для резки силоса объемом от 1200 литров до 1800 литров.
ковш для силоса с ротором объемом от 1650 литров до 2000 литров, вилы с захватом от 1050 до 1520 литров, вилы для навоза с захватом повышенного объема объемом от 2000 литров до 2600 литров, ковш с захватом повышенного объема вместимостью 1270 до 1700 литров, со сварными МС и коваными FO зубьями, различное навесное оборудование для захвата и погрузки тюков, ковши общего назначения объемом от 583 до 1000 литров, манипулятор для бигбэгов грузоподъемностью от 2400 кг, щетки для уборки и мойки высокого давления. Среди последних новшеств от Manitou можно отметить интеллектуальные средства улучшения технических характеристик, производительности и качества технического обслуживания, систему удаленного мониторинга Connect. Приоритетной задачей для Manitou является оптимизация совокупной стоимости владения (TCO), включающей сокращение рабочего времени и расходов на топливо, на обслуживание и так далее, повышение эксплуатационной готовности машины с облегчением доступа к главным компонентам позволяет упростить проведение технического обслуживания. Увеличение интервалов технического обслуживания позволяет сократить соответствующие расходы. После подключения машины к системе удаленного мониторинга важнейшая информация доступна владельцу машины через мобильное приложение. Вы всегда найдете контакты дилеров Manitou на сайте manitou.com.